Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе «Манас» кыргызского народа. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасчы Сагымбая Оразбакова написан пятитомный роман на кыргызском языке в прозе. Затем я эту свою книгу перевел на русский язык. И оба этих варианта мною выставлены для продажи на интернет-сайте epos-manas.com для продажи. Кто хочет, тот может приобрести там электронные варианты моей книги. В течение уже нескольких месяцев я читаю вам отрывки своего романа. И сейчас я начну читать вторую книгу романа эпоса «Манас». Глава 1. Война Манаса с ханом Орго. Продолжение. 6 дней спустя срок, данный хану Орго Манасом, подошел к концу. Ближе к вечеру палящая жара, ярко сияющего солнца стало спадать. В это время, наводя с восточной стороны грохот, а западный рев, на помощь Орго прискакали 600 тысяч воинов хана Акумбишима во главе с Кордоем, Чулу, Лебином и Кашкелем. Орго, пребывавший в полном отчаянии, увидев прибывшую подмогу, расплакался от радости. Проливая горькие слезы, хан стал жаловаться Чулу, рассказывая об унижениях и оскорблениях, нанесенных ему кыргызами. Манас начал жестокую битву и вырезал всех моих воинов, как баранов. Если бы вы не пришли на помощь, нас ждала горькая участь, рыдал Орго, обнимая Чулу за ногу. Выплакавшись и отведя душу, он отвел армию Акумбишима на однодневный отдых в долину Каратала на берега реки Кашкасу, приказав зарезать 3500 коров и 50 тысяч овец. Он накормил их мясом всех воинов. Ранее известно как Каратал, эта местность затем была переименована в Каракол после того, как его завоевали кыргызы. Отдохнувшие калмаки на следующее утро начали готовиться к бою с кыргызами, ибо назначенное время истекло и настал день битвы. Однако калмаки устали от долгой дороги. Они попросили Орго взять у Манаса на отдых еще один день. Хан написал соответствующее письмо и отправил послов к кыргызам. Прочитав письмо Орго, богатырь согласился выполнить его просьбу. У нас закончилась еда. Если Орго собирается воевать с нами, пусть придет сюда. Если не хочет, пусть даст припасы на день, ответил Манас и отправил послов обратно к Орго. Оценивая эту шерсть как глупость, посмеясь про себя, хан согласился. Когда он отправил 6000 лошадей к кыргызам, они зарезали одну на каждый отряд, наелись его белым маслом и воспользовались дополнительным днем отдыха. На следующее утро, когда рассвело, громко ударяя в огромные барабаны, громыхая железными доспехами, грохоча, как оползень, и подняв знамена, стройными рядами враги отправились к широкой степи. Следуя военной традиции, они решили перед битвой провести поединок богатырей. От калмаков на бой вышел высокий, желтолицый, широконосый, могучего телосложения монгол. Калмакский богатырь
не проигравший ни одного поединка в жизни, сел на коня Алабайрак, держа в руке копье в 40 саженей, бросив клич Монду, крича «Лайла Ламалу», он вышел на поле боя. Манас отправил на поединок среднего роста, смуглого, с редкой бородой, белолицего Калдарбека, сына Карабека. «Да поможет мне Бог!» — воскликнул Калдарбек. Держа копье в руках, хлестнув плетью коня, он выскочил на середину площади. Получив сигнал начать бой, два богатыря поскакали навстречу друг другу. Желая победы богатырям, воины с шумом и криками начали подбадривать их. Воодушевленные такой поддержкой, богатыри немедленно начали схватку. Монголов с криком пригнул свой флаг к земле и ударил копьем врага. Калдарбек, избегая удара, рванул гнедого коня на правую сторону. Вытянутое копье врага ударилось об седло и по касательной проскользнуло мимо. Расстроенный тем, что промазал, Калмак не успел натянуть удила скакуна и невольно оказался за спиной Калдарбека. Кыргыз удобнее устроился на седле, поскакал за Мангулуком и ударил его в спину копьем. Вместо того, чтобы погрузить его полностью Калмака и прикончить врага, Калдарбек совершил большую ошибку. Обрадовавшись первоначальному успеху, Кыргыз попытался поднять противника на копье. К сожалению, оно вырвало кусок мяса на спине Мангулука и выскочило обратно. Получив возможность выжить, Калмак, что есть сил, стал хлестать Алабайрака и убегать от кыргыза. Раздраженный Калдарбек, поправив копье, решил ударить Калмака в легкие, но Мангулук не дал им это сделать. Воспользовавшись резвостью своего коня, он сумел удрать от кыргыза. Калмак доскакал до своих воинов, обливаясь алой кровью и зияя страшной раной на спине. Если он так ранил Мангулука, который раньше никогда никому не проигрывал, значит, кыргызский богатырь, настоящий силач, были поражены в Калмаке. Высокий, широкоплечий, темнобородый, смуглый Салагал был уязвлен тем, что воины ставят кыргызов выше калмаков. «Чтоб ты сдох!» — от души обматерил он Мангулука, который стонал рядом, не в силах вытерпеть боль от раны. «У тебя, оказывается, очень уязвимая душа, если ты сбежал. Почему ты не прикончил кыргыза или сам не погиб от его рук?» Разгневанный Салагал, взяв желтое копье, отправился на бой. Подскакав к кыргызу, он ударил его копьем. Калдарбек с легкостью отбил атаку. «Тоже мне мститель нашелся», — разозлился кыргыз. «Ты смотри, как он важно, высокомерно ударил копьем. Если не прикончу тебя, я не буду Калдарбеком». В приступе ярости кыргыз ударил копьем Калмака, но она застряла в его груди. От удара Салагал едва удержался в седле. Взвыв от боли, Калмак вытащил с колчана стрелу. Но не успел он выстрелить из лука, как Калдарбек изо всех сил ударил по руке Калмака копьем. Выронив лук на землю, Салагал хлестнул гнедого коня и бросился убегать. «Храни меня, Бог!» — взмолился Калмак. «Лишь бы добраться до своих в целости и сохранности. Зачем я выскочил на бой? Что мне мешало прижать одно место и спокойно сидеть среди своих товарищей?» Мучаясь запоздалым раскаянием, Салагал еще яростно стал бить плетью лошадь. Несмотря на все усилия, Калдарбек не дал ему сбежать. Он догнал Калмака и с криком ударил копьем в его спину. От удара Салагал покачнулся в седле.
а ноги его стали соскальзывать из стремени. Он едва успел прошмыгнуть в ряды своих войск, обливаясь черной кровью. «Я не погиб от богатыря кыргыза и выжил», — проговорил насмерть перепуганный калмак, не веря, что остался жив. В это время к нему подошел раненый монгол. «О, как ты, храбрец!» — насмешливо посмотрел он на бледного Салагала. «Ты был таким смелым, так унижал меня. А кого теперь твое состояние? Почему ты вернулся с боя, не прикончив Калдарбека, или сам не погибнул? Не лучше ли тебе повеситься, чем терпеть такой позор, а, Салагал?» Не знаю, что ответить монголу, прикусив язык. Посрамленный Салагал понуро опустил голову. Чтобы спасти своего близкого родственника из такой неприятной ситуации, богатырь Кашкель набросился на монгола. «Что за вздор ты несешь?» — свирепо произнес он. «Разве Салагал не вышел на поединок? Что ты так оскорбляешь его? Или он сбежал с поля битвы, как трус, отказавшись от схватки?» «Салагал не струсил, не сбежал», — немного смущенно ответил монгол. «Но он не смог победить Калдарбека. Я говорю именно об этом. Возможно, он не одолел врага», — властно сказал рослый, широкоплечий, чернобровый, скуластый, рыжий Кашкель. «Это поединок. Как говорится, иногда джигит ездит на верблюде, а иногда ходит пешком. В боях богатырь побеждает врагов, а иногда проигрывает. Главное выжить в таких поединках». Ладно, допустим, ты убедил меня», — не стал спорить монгол. «Что же нам теперь делать? Мы так и промолчим, проиграв Калдарбеку?» «Нет», — хмуро ответил Кашкель, — «я сам выйду против него». Получив благословение начальника, он повесил винтовку, лук, колчан на шею, позолоченный идол засунул за пазуху. После этого Кашкал на коне выскочил на середину Майдана. «Меня зовут богатырь Кашкел», — стал грозиться он. «Если сын человеческий будет противостоять мне, я не оставлю его в живых. Калдарбек, ты пришел сюда, желая смерти. Даже если тебя 1000 душ, ты погибнешь, когда я подойду к тебе». «Типун тебе на язык», — зло ответил ему Калдарбек. «Я разобью тебя, будь ты хоть из камня, и уничтожу». Богатыри, собрав все силы, сразу перешли в атаки с копьями, едва сойдя в центре площадки. Оба удержали в седле, после удара проскакали дальше. Такая картина повторилась 6 или 7 раз. Поединок продлился полдня. Тогда к ним подъехали их воины. «Никто из вас не смог одержать победу», — сказали они. «Поэтому прекратите поединок и возвращайтесь обратно к себе». После Калдарбека и Кашкеля на поединок вышли Киргил, среднего роста, широкоплечий, скуластый, желтолицый калмак Джунгор. В начале боя, когда Джунгор атаковал копьем, кыргыз отбил удар. Когда в ответ Киргил ударил мечом по шее, голова Джунгора упала на землю, а тело осталось на коне. Кыргыз взял коня калмака, поехал к своим воинам. В это время труп Джунгора грохнулся на землю, как гора. «Молодец, Кыргыл», — похвалил Манос богатыря. «Пусть твоя слава еще больше распространится по свету». «Спасибо», — сказано в разу в похвале повелителя Кыргыл. Тем временем погода испортилась. Небо затянуло черными тучами и начал идти мелкий дождь. Кыргыл получил разрешение от Манаса и пошел к большой палатке, где находился его отряд. Если бы дождь превратился в ливень, поединок пришлось отменить. Однако вскоре он прекратился и снова засияло яркое солнце. Воспользовавшись этим, на бой вышли Айнакул и колдун Сарая. После ожесточенного сражения среднего роста, крепкое телосложение,
скуластый Сары сбежал. Победа досталась кыргызам. После них на Майдан вышел рослый, широкоплечий, косоглазый, рыжий колдай Каткал на темно-коричневой лошади, чтобы проверить свою силу. Моя земля, Короготу, сам я из китайского народа Сун объявил. Кто хочет умереть, пусть придет ко мне. Испугавшись китайца, похожего на льва, ни один из кыргызов не осмелился выйти против него. Сколько бы Бакай не призывал, никто не вышел на бой. Поневоле Манас сам решил сразиться с ним. Богатырь привязал оружие на пояс, повесил за спину винтовку Аккельте, оседлал акулу и отправился на поединок. При виде едущего к нему Манаса Каткал растерялся. Его сердце бешено заколотилось, и по какой-то причине ему стало не по себе. Что происходит со мной? Был удивлен своим состоянием Калмак. Почему боюсь Бурута, хотя участвовал во многих поединках? Может быть, я не смогу одолеть Манаса, и он разобьет меня вдребезги? Встревоженный плохим предчувствием, Калмак не стал дожидаться приближения врага и издалека выстрелил в него из лука. Когда Манас выставил щит, стрела пробила его, установилась, уперевшись в кольчугу. В ярости от сильного выстрела, доставившего ему немалую боль, Манас вытащил из себя застрявшую стрелу и выстрелил ею в Каткала. Она пробила щит, пронзила панцирь и достигла толстой ватной рубашки, надетой на кольчугу. От сильнейшего удара из глаз Каткала посыпались искры. Он обмяк и остановился, не в силах шевельнуть рукой. «Давай, двигайся, Калмак!» – заорал Манас. Но и после этого Каткал не смог сдвинуться с места. «Если это все, на что ты способен, какого хрена ты наговорил лишних слов, идиот?» Он хлестнул акулу плечи и ударил копьем стоявший, как вкопанный, Каткала. Оно выскочило со спины Калмака. С воплем «Лай-лама, лай-ла-лама» Каткал грохнулся на землю и спустил дух. После смерти своего богатыря калмаки пришли в уныние. Кыргызы, радуясь победе Манаса, подняли бой до небес. Не зная, кого отправить против такого силача, калмаки на некоторое время растерялись. Пока они обсуждали этот вопрос, земля, которая была влажной от дождя, снова начала набухать, и пыль из-под копыт тысяч лошадей начала медленно подниматься на небо. После совещания калмаки решили направить на бой среднего роста, широкоплечего, смуглого Сундуна Алтына. Он, осыпая проклятием Манаса, грозно крича, развивая свой флаг на ветру, помчался на Майдан. Чтобы напугать кыргыза, Алтын громко заорал, ударил его мечом. Манас отбил удар щитом и вытащил острый меч, висевший на его широком черном поясе. Когда богатырь ударил Калмака, голова Алтына слетела на землю, как дыня, упавшая с крыши дома. «Ублюдки калмаки!» — звонко крикнул Манас, горцуя на коне посреди Майдана. «Ваш богатырь мертв, уже встретился со своими предками на том свете. Кто теперь выйдет против меня? Кто отправится вслед за Алтыном?» От его насмешек калмаки пришли в ярость. После некоторых размышлений отправили на поле боя богатыря Кубана. «Иди, разорви селезенку Манаса», — приказал Уху. «Отрежь ему голову, принеси мне. Я сделаю из нее посуду для кумыса». «Слушаюсь, мой хан», — весело ответил рослый, черноглазый, чернобровый, бородатый, желтолицый Кубан. Манас оценивающе вгляделся на Калмака с громким криком, ворвавшегося на поле битвы.
Кажется, этот богатырь силен, предположил он. Посмотри на него, рвется так, как будто собирается сорвать луну с неба. Похоже, он собирается следить не копьем, а палицей. Поэтому нужно быть готовым к любым неожиданностям. Я много слышал, что он очень силен. Как предполагал Манас, Куан отказался атаковать его копьем. Видя трагическую судьбу предшественников, он понял, что никто не может победить с Кыргызом в таком сражении. Ударю его палицей, а не копьем, решил он. Может быть, мне повезет, и я выиграю у него. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.